Добрый день, друзья! По традиции, уже сложившейся традиции, начинаем прогулку из станции метро по этому мозаичному панно в торце. Ну и название. Мы понимаем, что мы на станции метро Дыбенко. Конечная станция Оранжевой ветки. Ну и здесь мы только лишь потому, что это ближайшая точка до Кудрово, по которому мы сегодня будем гулять. Да, я решил начать именно прогулку в Кудрово из метро. То есть мы посмотрим, как люди, живущие в Кудрово, добираются до дома. Заодно это будет полезно, наверное, тем, кто планирует переезжать в Петербург и, как вариант, рассматривает покупку квартиры в городе Спутнике, в городе, территориально расположенный буквально в 200 метрах от города Санкт-Петербург, но административно принадлежащий Ленинградской области, Всеволожскому району. Шалом, да, всем привет. Всем привет, вы на канале «Откройте Питер. Прогулки по Санкт-Петербургу». Меня зовут Роман. Ну и мы сегодня пойдем гулять по Кудрово. Когда-то это была деревня, но вот, по-моему, с 18 года указом губернатора Ленинградской области деревне Кудрово придан статус города. Да, Евгения, да, добрый день. Вернемся, посмотрим метро, кому интересно. Ну и толкаемся, играем, как я называю, в пингвинчиков к эскалатору. Как раз заодно, пока поднимаемся, народ подтянется. Не пугаться вот этих вот разводов на стенах. Это, можно сказать, такая классическая вещь в Питере, ввиду того, что метро достаточно глубокое, и вот эти все эскалаторы достаточно глубокие, длинные, то на пути всяческие породы, в том числе и, я про землю, в том числе и всякие грунтовые воды, ну и протекает. Со временем начинает протекать, все это дело замазывают, но да, выглядит как будто котенок на крыше, на чердаке описывался, да? Вспоминаем детские страшилки. Сама станция метро Дыбенко была открыта к 70-летию революции. В принципе, панно все были на эту тему мозаичные, такие достаточно лаконичные, минималистичные. Серп, молот, мир, труд, май, революция. Погодка, сразу предупреждаю, достаточно мерзопакостная сегодня. Но благо нет дождя. У нас
Сегодня что там, какое число? 30 ноября. Петербургский метрополитен приглашает на обучение профессии. А снега в Питере до сих пор нет. Виталий, да, добрый день. Здесь у нас на выходе сразу встречает торговик, но мы туда не пойдем. Идем к перекрестку улицы Дыбенко и проспекта Большевиков. В принципе, отсюда у жителей Кудрова есть два варианта. Это идти пешочком, что мы сейчас и сделаем, или же садиться на, по-моему, вот автобус, который вот зелененький там стоит. С той остановки идут маршрутки. Ну а Кудрово у нас вот там вдалеке, вот эти домики, это уже Кудрово. Город Кудрово, кто-то пишет, город-парадокс, потому что находится географически внутри кольцевой автодороги вокруг Петербурга, называемого КАДа. Находится внутри кольца, но тем не менее находится также в Ленобласти. В отличие от того же города Мурино, по которому мы уже гуляли, там Мурино находится за кольцом КАДа, и граница города и Ленобласти как раз идет по КАДу практически. Здесь же вот как-то странненько. Там Мега Дыбенко. Да, в Кудрово Мега Дыбенко. Торговый центр, по-моему, в 2006 году его построили. И, конечно, Мега Дыбенко было одним из таких привлекающих факторов для того, чтобы поселиться в Кудрово. Ой, про метро хотел сказать. Про метро. Мы сейчас поднялись на конечной станции оранжевой ветки станции метро Дыбенко. А в 80-е годы, еще аж в 80-е годы, уже началась прокладка тоннеля дальше, и прокопали, по-моему, чуть ли не 1,5 километра там дальше до, вдоль, точнее, под проспектом Большевиков, с поворотом налево, на восток, получается, как раз к Кудрово, и не докопали буквально метров 600. Все это дело в 96-м году законсервировали, и так оно стоит до сих пор. Ну и жители Кудрова все кормят завтраками, что продолжат строительство, и у них наконец-то будет метро. Но планы города постоянно меняются, ну и эти планы должны также совпасть с планами Ленинградской области, другого субъекта. Вот, потому что по плану это должна была быть вторая станция метро, которая находится в Ленинградской области. Первая — это у нас Девяткино, бывшая Комсомольская. А рабочее название той станции, которая должна появиться в Кудрово, это, по-моему, Народная. По-моему. Но это не точно. Так, читаю чат. Там настоящий жилой муравейник построили для людей.
Да, мы его посмотрим, мимо пройдем. Так, хорошей прогулки. Скажите, вы давно уже в Питере живете? Давно. Опять же, давайте про относительность. Что для вас давно? Я тогда смогу ответить. Так, что еще в чате было? Держите меня. Там Мега Дыбенко, да. Пока ничего. Друзья, напоминаю, если кто забыл или кто еще не сделал, пожалуйста, поставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а для меня это некий бонус, который будет работать на продвижение данного видео, ну и канала в целом. Ну и также общение в чате тоже влияет на продвижение. Ну и комментарии ваши в целом под видео не возбраняются. Также в чате будет ссылка на телеграм-канал. Ну и в описании под видео варианты, как вы можете поучаствовать в судьбе канала, в его продвижении, ну и поддержке. Лайк 13. Хорошо. О, тут светофор поставили. Когда я тут крайний раз был, этот перекресток был нерегулируемый. Такой достаточно опасненький. Проспект Товарищеский был. Ну и вот то, что вы там вдалеке видите, вот эти все дома, это у нас уже все Кудрово. Куда мы идем? Это вот все Европейский проспект, улица Пражская. Я сразу, забегая вперед, выделяю для себя две основных улицы. Что там получается в Южном, да, Кудрово. Потому что административное отделение города Кудрово, оно на две части происходит. Неравномерные, непропорциональные. Это северная Кудрово и южная. И у нас получается вот сейчас по правую руку южная Кудрово, по левую будет северная. И вот в северном Кудрово есть самый большой дом в России. По-моему, у него такое звание. Вот, про тот муравейник, который вы выше написали. Так, вас приятно смотреть, хорошее качество. Погодку бы еще подвезли поярче, было бы еще лучше. Вот, про человейник. Он в северном Кудрово. Я что-то себя все ловлю на мысли, что я нет-нет, да могу в запале сказать не Кудрово, а Мурино. Ну, извиняйте, это как бы таких два города побратима, два города спутника. Оба находятся в Ленобласти. Оба, по сути, являются спальными районами города Санкт-Петербург. По большому счету люди туда приезжают поспать и обратно поехать на работу в город. Но именно вот в такой формулировке, именно в город. Хотя вроде они сами живут, да, в городе. Но вот это вот есть такой синдром, не
знаю, его обзову синдром деревни. Когда какая-нибудь поселок, деревенька рядом с каким-нибудь областным центром, и вот вы куда-нибудь в магазин или там в театр, кинотеатр, куда-нибудь такое едете, и родственникам говорите, типа там, мол, они спрашивают, вы куда? Да, я в город поехал. Потом эта деревенька становится тоже частью города, но вы по старинке продолжаете говорить, когда едете в центр, что поехал в город. Ну и вот также жители Емурина и Кудрова, наверняка не все, может, это мы вот старенькие, так можем говорить. Молодежь, может, так и не думает. Не знаю, не спрашиваю. Здесь у нас местная первая достопримечательность на окраине города. Ну, назову как есть. До моего дома на Пражской. На Пражской, ну, я не знаю, какой ваш дом, но на Пражской мы будем. И про Пражскую я тоже немножко своего личного опыта скажу. Да, местная достопримечательность. Речка Говнетечка. Да не завянут ваши уши. Мост Дыбенко. Но это уж Акервиль, по-моему, нет? Ручей. А речка Говнетечка, ну она не замерзает зимой. И не замерзает зимой по всем известным причинам. Озвучивать не буду. Ну, утки зимуют, да, конечно, что нет-то. Их и подкармливают местные. Зачем им улетать? И водичка тепленькая. Джакузи практически. Я не буду никаких оценочных суждений по поводу Кудрова говорить, таких как товарищ Варламов выдал тут в 2017 году, мол, еще один город-паразит на теле Санкт-Петербурга. Но у него все через вот одно место он воспринимает. Я это не поддерживаю. Ну вот видите, у нас тут вот домики, это у нас южная Кудрово, и слева домики, это северная Кудрово. Разделяет их между собой речка, река, не знаю как. Ну, по мне, по полноте и широте вод, это все-таки какой-то ручей. Ну, увидим ближе, посмотрим. Вот сейчас делаем немножко кружочек по северному Кудрово. Пройдемся. Это меньшая часть. И вот большая, вот это вот у меня пальцев не хватает ширины. Это все южная часть. Ладно, что я масло масляное говорю. Ну и у нас, смотрите, перед нами единственный, не единственный, ладно, но основной заезд в Кудрово. Он усложнен тем, что здесь переезд через железнодорожные пути. И как раз, когда какой-нибудь тут не торговый, а грузовой состав идет, то все, соответственно, стоят на въезд, на выезд. Достаточно сложно бывает. Ситуация, конечно, была несколько лет назад осложнена тем, что это чуть ли не единственный был въезд-заезд. Ну, чуть ли, как бы я с оговоркой говорю, понятно, что не единственный. Их было два, да? Так, кнопочку нажали, ждем. Нас сейчас, наш путь движется вот к этому ЖК. ЖК Новый Акервиль. Это тот самый дом, самый большой в России. 35 подъездов, чуть ли не 25 этажей. Мы это же еще посчитаем, перепроверим. Практически 3710 квартир в доме.
Дом имеет такую кольцевую, замкнутую, практически замкнутую конфигурацию с внутренними флигелями, назовем это по-питерски. Я хожу до метро ножками. Но вот и мы сейчас ножками идем. У нас уже 20 минут стрима. Это вот от того, как мы, считаете, приехали на метро, вышли из вагона. И вот идем. Идем уже 20 минут, и мы еще до ближайшего дома даже не дошли. Вот товарищ с нарушением у нас повернул через двойную сплошную. Ну и этим тут промышляют. Я имею в виду вот здесь вот на перекрестке. Многие сразу делают разворот и поехали на Дыбенко. Такой, даже не казус назову, а интересный момент, опять же, в сравнении с Мурино, Кудрово начал застраиваться и заселяться, ну, как по мне, на там, годика 3-4 раньше, чем Мурино. Кудрово ближе к метро, хотя как к метро отставить, Девяткино свое метро. Но хочу подвести к населению, к количеству проживающих в Кудрово. По данным на 1 января 2024 года в Кудрово проживают 66 тысяч населения. Вот мы тут сейчас вышли ненароком на улицу Ленинградскую, которая как раз делит северное и южное Кудрово. Так вот, по тем же данным, в Мурино проживает 112 тысяч. Это именно постоянно проживающих. А в Кудрово всего лишь 66 тысяч. Ну и на секундочку, все это Всеволожский район. В самом Всеволожске, в районном центре, всего лишь 76 тысяч. А в Мурино 112. Вот так вот. Можете сразу стрим на ВК выкладывать. Что имеете в виду под сразу? Скажите, пожалуйста, сразу стримить или что-то другое? Так, тут видим какой-то еще забор до сих пор, уже много-много-много лет. Но никакой стройки. Ну и здесь у нас, конечно же, встречают... Ну, я что-то пропустил, да? Табличку, дорожный знак Кудрово. По-моему, мы уже в Кудрово. Мы территориально уже в Ленобласти. Мы прошли через железную дорогу, и мы оказались в Ленобласти, в городе Кудрово. Про происхождение названия Кудрово я рассказывать ничего не буду, потому что какого-то единого толкования и объяснения нет. Все очень спорно, разрозненно, но все сводится к уже послереволюционным событиям. Здесь были коммуны. До коммуны была мыза одного из помещиков. Был водочный завод, был винный завод. Ну и в помещениях в каменном доме образовалась коммуна. Были тут парки, луга, сено косили, как-то жили сами по себе таким хуторком, можно сказать. Да, я много лет здесь не был, прям много лет, как будто бы 5. Ну и для себя тоже буду Кудрово открывать по-новому.
Так, и то, и другое. Нет, я стримить сразу на две площадки не могу. Пробовал тестовую трансляцию на ВК. Там есть проблемы с чатом. Почему-то там постоянно вылетает чат, и я его не могу выводить в трансляцию. Итак, вторая часть прогулки по Мурино, это у нас будет там. Сейчас мы пока поворачиваем налево. Здесь у нас и первый какой-то автосалон. Странно. Вроде у них здесь и фитнес-зал был когда-то. Сейчас вывески почему-то не вижу. Хотя нет, вот бассейн, все есть. Алекс Фитнес, по-моему, был. Не знаю, кто сейчас. Да и не важно. Но вот до первого дома от станции метро пешочком неспешно 25 минут. Кстати, мне кажется, я впервые в Питере вижу вот эту вафельную разметку. И она, оказывается, не в Питере, а в Ленобласти, в Кудрово. Интересно. Не сдержался, товарищ. Оп. Зато здесь для пешеходов сразу во все направления можно переходить. Ладно. Ну что, идем к самому большому городу дому в России. А еще один из таких замечательных и примечательных фактов о городе Кудрово. Как я уже сказал, статус города он приобрел в 2018 году. Там где-то прям конец весны, начало лета было. Указ подписан Дрозденко, губернатор. И на тот момент, и сейчас до сих пор Дрозденко. И, по-моему, в том же 18 году город Кудрово поимел еще такую награду, как лучший, самый лучший город в России. Ну, там среди малых городов какой-то был конкурс, оценивался по нескольким параметрам, у каждого параметра был свой вес. Ну и вот Кудрово набрал всех больше баллов. И как я вот читал некоторые статьи по этому поводу, местные жители, когда об этом узнавали, были в неком шоке, потому что на тот момент в Кудрово, хоть и в городе, но не было ни своей поликлиники, не было ни своего полицейского участка, так хоть скажу. Полицейский участок. Полиции своей не было. Были проблемы со школами, были проблемы с садиками. Зато был вот этот вот, у нас из-за угла уже появляется самый большой дом в России. По-моему, в нем был первый детсад здесь, в Кудрово, открыт аж со своим бассейном. Так, ну и, честно говоря, я даже не знаю, как у него территория-то закрытая или... Подскажите, кто местный? Вот у этого нового Кервиля дворовая территория как? Я вот вижу, что и по карте, и глазами, что забор. И мы внутрь-то никак не попадем. А хотелось бы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Пока 18 этажей вот в этой части дома. Ну, сейчас будем обходить вокруг. Так, у меня вопросики. Как люди попадают... нет, тут какие-то есть арки, как будто бы. И чего я еще сказал-то? Мысль, по-моему, не закончил про
Европейский проспект и улицу Пражскую. Это, как по мне, две основные, единственные улицы в Южном Кудрово. Все остальное это дворовые проезды. Знаю, что местные будут меня, возможно, камнями закидывать и бить тапками, но выглядит оно именно так. Гуляя по улицам городов, не забываем оглядываться. За спиной нас может встречать очень много интересного. Ну и как вот в данном случае, вот тут такой мурал нарисовали застройщик отделстроя. Ну, намекая, что, ребят, где-то в центре есть канал Грибоедова со Спасом на Крови. В принципе, можете посмотреть на него и уже никуда не ехать. Мол, и так сойдет. Так, я что-то протупил, там люди из парадной выходили. Надо было метнуться во двор со стороны школы. Ну, идем. Там вроде должны быть заезды для автомобилей арочного типа. Смотрим. О, прикольно. Вот это вот защита. А то вдруг будут кошки падать. Может, цветы. Может, еще что. Ну и хотя бы не вам на голову. Так, вот одна из общеобразовательных школ. Здесь их я посмотрел на карте. В Кудрово в целом 5 штук. Одна здесь, вот мы на нее смотрим, в Северном. И 4 школы в Южном микрорайоне. Парка номер 1. Зайдем, посмотрим, что нам стоит. Елки-палки. Угу. Ну, зато нет ветра, я думаю, в таких домах. Так, не совсем понимаю. Ну слушайте, мы сейчас двором пройдем. Да. Мы зашли с одного из углов. И сейчас пройдемся. То есть у нас получается вот эта часть, это внутренний флигель. Дом, который встроен во двор. Внутрь двора заходит. А это все у нас стена идет по периметру этого ЖК. Ну и напомню, 35 подъездов. 3700, по-моему, 10 квартир. Самый большой дом в России. В каких-то из корпусов, видите, они еще разной этажности, должно доходить до 25 этажей. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну вот, да. Вот здесь вот 25 этажей. Возможно, здесь 25 этажей. Не знаю, ставьте на паузу. Читайте. Слушайте, внутри двора свои озоны, вайлдберрисы, барбершопы, своя котельня газовая. Люди тут практически на автономке своей. Свои зоны для выгула личинок. Не обижайтесь. Короче, детвора тут имеет возможность погулять. Все огорожено заборчиками. Чудесно, вот трансформаторные будки. Тоже все они разукрашены у них. Классно. Неплохо.
и солнца нет. Вот это, кстати, как раз большой вопрос. И буду сравнивать с Мурино за счет того, что, если вы вспомните, мы по Мурино когда гуляли, там достаточно большое расстояние между домами. И это и воздух дает, и хоть кусочек неба открывает. Но здесь, в Кудрово в целом, и в частности в этом ЖК, при такой высоте домов вы периферийным зрением небо вообще никогда не увидите. А вспомните, когда вы последний раз смотрели на небо, там, на звезды. Большая часть под ноги смотрит, лишь бы в лужу не наступить, да и все, и домой бежит. В каждой избушке свои погремушки. Вот, и в Кудрово-то настолько плотная застройка и достаточно высокоэтажная. Почему я и назвал всего 2 улицы, ну, не считая Ленинградской. Все остальное это междворовые, междомовые проезды. ЖК продолжается. Новый Кервиль, дом сам вот этот продолжается. А мы, сейчас я посмотрю по карте, куда можно пройти. Так, парковочки. Ну, вангую, что это все-таки тротуар. Есть у меня такое наитие. Так, я остановился на 18-м году, когда город Кудрово признали самым лучшим малым городом России. И на тот момент были проблемы со школами, не было поликлиники, не было своей полиции. Ну а сейчас вот уже поликлинику открыли, построили. Также и в Мурино достраивают. Обещаются в 2025 году в начале сдать. Кудрово должна уже действовать. Пройдем мимо, посмотрим. Дойдем, возможно, до полицейского участка даже. Тоже чекнем. Но это не точно. Это не обязательно. Так, я смотрю, у нас на стриме всего лишь 38 человек, но это лишь нам говорит о том, что в очередной раз подтверждает интерес основной массы зрителей все-таки к историческому Петербургу, а не к его спальным районам. Я все-таки очередной раз повторюсь, что город Кудрово можно смело считать спальным районом города Санкт-Петербург. Все, мы тут уже окраина, этот дом последний. Но, опять же, преимуществом в том, что в этой среде жизнеобитания горожан есть все радости и прелести. Всякие кафешки. Кудрово тоже норм. Так, я не говорю, что не норм. Ой, вообще классно. Там у людей вот этими ступеньками так выстроено. И террасы. И у кого-то прям туи. Туи у кого-то. Давайте я вам приближу. Классненько, да? Видите, вон там деревьица. У кого-то квартира с террасой. Классно. И таких не одна квартира. Пекарни, аптеки, шавермы. Вот эти всякие булочные тут на каждом шагу.
И по традиции всех новых микрорайонов практически все первые этажи строящихся ЖК отданы под коммерцию изначально и сразу. Под это все проектировалось. Ну и как следствие у вас все в пешей шаговой доступности. И магазины, и прачечные, и химчистки, и детские сады и государственные, и частные. Да, ну вот эти вот просто стены. Так, еще надо придумать, как пройти. Надо бы, конечно, выйти обратно на улицу Ленинградскую. Хотелось бы. Я так не всегда понимаю, где я сейчас нахожусь. Иду без карт. Кстати, да. У кого-то вид с террасы на соседей под тобой. Что поделать? А в целом вот это все дома, это все ЖК Новый Окервиль. Строился он тут в 6 очередей. Кто за кем? Не знаю, я не помню. Господи, собаку носит как ребенка в переноске на груди. Кошмар. Кошмар. Так, да, давайте при первой же возможности я поверну направо. Преимущественно, опять же, из-за того, что это все один застройщик, оцените цвет домов. Это будет как бы важно. И контрастом будут ЖК, которые находятся в Южном Кудрово. Здесь все какое-то коричневенькое, все какое-то однотонное. Прям как на Парнасе. Буки выбора. Все-таки сказал, при первой возможности пойдем направо. Давайте вот там за садиком завернем. Ну, забавно, слушайте. Тут какой-то, вот тут, наверное, детсад. Справа детсад. Все хорошо. И это нормально, отдельно стоящий, со своей территорией для прогулок, для выгула. Кстати, в Мурино такого практически нет. Сейчас двор, которым мы шли, достаточно большой. Внутри как будто бы громадная парковка под открытым небом организованная. Так, а здесь-то как будто бы даже... А нет, садик с верандами. Опять же, садики, видите, они в том же стиле, что и дома, потому что строились теми же застройщиками, что и жилые дома. Ну и это была такая социальная нагрузка на застройщиков. Потом Ленобласть должна была то ли выкупить, то ли в дар получить. В тот момент не знаю, не скажу. Так, вижу вот там за забором поликлиника Кудровская.
Слева шумит кольцевая автодорога. Лента виднеется. Громадная лента, этот гипермаркет. Где-то в этом районе у них сделан выезд на КАТ, которого очень долгое время все ждали и его не было, но вроде сделали. Это стал еще один вариант, как можно выехать из Кудрово сразу на КАТ. Так, здесь мы выходим на открытое пространство и сразу какой-то ветерок. Скажите, если задувает микрофон или не задувает, как? Я попробую что-нибудь сделать. И все-то у них вот дворы внутренние за заборами. Немного шумит микрофон. Ветер есть, ветер. Я сейчас включу петличку. Так, Алексей, это была лента. Мы сейчас находимся в Северном Кудрово. Мега Дыбенко у нас вот там вдалеке, за теми домами, вообще в самом конце. А по цвету желто-синему мы понимаем, что это лента. Еще и буквы наверху были, лента. Так что нет. Так, я хочу что сделать? Поликлинику видим. Нормальная, четырехэтажная, современная. Надеюсь, функционирующая. И здесь за ней парк Окервиль. И мне это очень интересно, как нам в парк с этой стороны попасть. Можно ли? Или там территория огороженная? Так, у них что здесь? Проспект Строителей. Так, поликлинику обойдем справа. Все, идем на пешеходный переход. И поликлинику будем обходить справа. Там на карте есть пешеходная тропинка. Вроде как. Сразу к ручью. Я напомню, мы, для тех, кто заблудился, потерялся, мы вышли на улицу Ленинградскую, это по которой мы заходили в Кудрово. Вот, сделали кружок по этой части. Ну и сейчас пойдем в очередной раз, скажу, в Южное Кудрово. Ой, я, наверное, надоел. Поликлиника называется Всеволожская клиническая межрайонная больница, ну и поликлиника города Кудрово. Пролесно. Это печально. Если так на карте, ну, значит, люди до сих пор без съезда, и это все обещание. Да, там только виадук через КАТ, вот это вот Ленинградская, уходит туда, в Янино, наверное. И все, да, да. И где Дыбенко, развязка. И что, получается, все, на этом хватит. Печаль, тоска. Печаль, тоска.
Так, Секстон, здравствуйте, спасибо за прогулку. Леня. Спасибо, Леня. Это вот когда, это вот кат под носом, прям вот на него смотришь, а трогать нельзя. Нельзя. Ну и кат это все-таки такой, как по мне, достаточно шумный объект. Постоянно машины и днем, и ночью, и зимой, и летом одним цветом. Если у вас окна выходят на кат, я думаю, это независимо от этажности, это проблема. Так, судя карте, опять же, тропинка была гораздо ближе. Сразу за справа от поликлиники. А я иду, и тут забор. Так, местные ждут автобуса. Здесь на остановке два маршрута. 492 и 492А. Так, ну и пойдем, как все. Как все, что? Все идут, и я иду. В принципе, вот, это вот весь парк Окервиль. Почему-то за забором. Когда я крайний раз здесь был, то здесь все прогуливались, бегали. Детские площадки имелись. А сейчас вот забор. Это не единственная такая парковая зона здесь в Кудрово. Опять же, в отличие от Мурина. Мурин, считайте, вообще их нет. Там 1,5 рубля от силы. И тот парк на Английской улице в восточной части Мурина, я вот даже и в зоопарк-то не считаю. Какая-то такая зеленая зона на берегу Охты. Так, какие там вы солнечные панели увидели? Где? Мне их надо. Так, смотрите, здесь столб географический с городами и расстояниями. Самара, Караганда, Тула, Москва, Бобруйск, Роста, Мурманск. До Мурманска 1320 километров, например, до Орска 1996. В принципе, вы можете сами сделать табличку со своим городом и сюда ее приколотить. Я вам этого не говорил. Не знаю, что тут. Лекторий. Здесь на этой территории вроде... А что и было? А, нет. Библиотека есть, но библиотека там у Меги. Это вот вторая парковая зона между жилыми комплексами и торговым центром Мега Дыбенко. Да, вот сам ручей Окервиль. А парк вот у нас в такое время осенне-зимнее настолько уныл, но вроде его переделывают, получается. Немножко реструктуризация происходит. Но что поделать. Вот тут даже видно, что дорожка вроде как должна быть. Деревья высажены. Как-то вот... Но что-то пошло не так.
Есть риск, что Кирвиль зимой тоже не замерзает по определенным причинам. И это не те причины, что уточки ножками своими барахтают и вода не может замерзнуть. Нет, по другой причине. Ну им что, здесь хорошо, их тут мамки с папками и детьми подкармливают всю зиму. Че улетать-то, хорошо же. Я тоже никуда не улетел. Если бы меня кормили, чтобы донаты бы прилетали каждые 2 минуты, я бы тоже не улетал бы никуда. Спросите, что за церковное сооружение? А это храм Иоанна Богослова. Чуть ли не на 2500 человек рассчитан одновременного посещения. Свеженький, новенький, с нуля построенный. Идемте тогда вглубь. Здесь мы должны будем выйти на кольцо как раз Европейского проспекта и улицы Пражской. И там хочется про Пражскую кое-что сказать. Я говорю, даже если... Ну, храм вообще считается одним из красивейших, построенных в современном времени, в современной России, в последнее время. Ну и, по-моему, вот такого плана последние годы и РПЦ строит. Вот всеми вот этими щитками, или как это называется правильно, не знаю, не архитектор. Что-то подобное я видел в Архангельске на площади Профсоюза. И вот мы оказываемся во второй части Кудрова, в ее большей. И как здесь, точнее, как по мне, здесь веселее. Веселее почему? Потому что больше цветов. Как-то поярче. Микрофон. Как-то интереснее архитектура, что ли. Видите, вот это вот причудливые балконы. Я не знаю, плюс это или минус для жителей. Но вот такая конфигурация балконов, ну, как минимум, она просто интересна, когда ты проходишь мимо. Не какие-то однородные китайские стены в ряд. Плюс раскраска, да, зданий. Под какие-то веточки, под деревья. Ну, тут вот как будто там ветки деревьев, зеленое это может быть листва. Да, сейчас что-то звук у меня, тут микрофон то приваливается, то отваливается. Пилатес, боксинг, памп, йога, степ. Чё хочешь? Вот спортом занимайся не хочу. Все есть. Тут же вам фабрика пиццы. Позанимался, поел. Классно. Удобно. Чё нет-то? Когда да. Тут же и фитнес-хаус. Вон у них тоже это сеть спортклубов питерских.
Да, мы вышли на кольцо Европейского проспекта и улицы Пражской. И вот тут самое время сказать про Пражскую. И даже не про саму улицу как таковую, а про название. Надо учесть, что все-таки мы в отдельном муниципальном образовании. У него свои названия. И вот тут решили улицу назвать Пражской. Ну, почему Пражская? Все понятно, потому что, видите, у нас здесь что? Проспект основной, это европейский. И здесь ЖК 7 столиц, так называемые. Лондон, Париж, Вена. Ну и вот Прага, да, соответственно. Только тут ЖК Праги, по-моему, не было, но улица Пражская. И такой нюанс, что в городе Санкт-Петербург тоже есть улица Пражская. Ну а косяк заключается в том, что когда вы заказываете какую-нибудь доставку, возможно, вызываете такси к себе. И даже нет, такси это уже не так. Такси вы сейчас геоточку указываете и все. Короче, когда какую-нибудь доставку там, или вам доставщик звонит и говорит, что Пражская, ты да, Пражская, там дом такой-то. И вот были такие косяки, опять же, я наслышан от местных жителей, когда тебе доставка звонит и говорит, что типа, ну вот, мы тут подъехали, что вы, где вы? А вы выглядываете, никого нет. А оказывается, что этот товарищ приехал на Пражскую не сюда, в Кудрово, а в городе, в Санкт-Петербурге. И вот такой вот коллизия получалась. Что поделать. Вот у нас как раз улица Пражская идет, вот показываю по прямой. А в том направлении проспект. Так, поликлинику посмотрели, полицейский участок. Получается, что у нас остался с левой стороны, если вот там прямо по Пражской дойти до конца и повернуть налево. Нам это сильно сейчас не интересно. Я хочу пройтись по дворам здесь, прогуляться. Потому что здесь есть один замечательный двор с фонтаном. Да, в Кудрово есть свой фонтан даже. Вряд ли, конечно же, он сейчас работает. Очень маловероятно. Так, я тут немножко постою, сейчас посмотрю карту. Я хоть без карты, но у меня это... Ну, я с картой такой, необновляемой. Хочется понять, куда идти. Все-таки. Так, Пражское, кольцо. Так, далеко еще. Давайте пройдемся по Европейскому проспекту. Есть у них что? Итальянский переулок есть. Очень классно. Итальянский переулок целый. Центральная улица. Австрийская. Тоже неплохое название. Так, что здесь еще? Столичная. Тоже неплохо. Так, это что? Это дворовые проезды. Альпийская. Ёлки-палки. Венский бульвар. Шкардос. Это вот первые ЖК. Вот насколько я помню, как Кудрово застраивался. В 2006 году как раз построили Мега Дыбенко. И только после этого как будто бы начали строить дома. И первые дома, они строились от Дыбенко, от Меги Дыбенко, это вот с той стороны. Первые небольшие, малоэтажности дома, достаточно ярком оформлении, 7 столиц. И все движение было вот в эту сторону, к Пражской улице, застройка. Так, в Питере по прогнозу декабрь теплый, обещают в районе 0 температура, так что, видимо, в этих краях зимы до Нового года не будет. Очень возможно, уже так было, ничему не удивляемся. Вот что мне не особо нравится, вот есть такие зоны, видите, с той стороны дороги, ларьки. Вот как раньше в 90-х ларьки были, да,
И вот то же самое напоминает, только там что, чебуреки, какие-то эти пыхтелки-курилки, тандыр, шаверма. Как-то вот оно, не знаю. Было бы в одном стиле хорошо, а только оно ведь в разносорт оформлено. Не очень красиво. Так, там все тоже пражское. Бухарест, которая Пражская улица. Вот я про нее и говорил. Это вот у нас на Балканском полуострове, так называемом, Купчино. Да, есть своя улица Пражская. С ней путают, просто путают. А также, кстати, как в Мурино есть улица Шувалова, а в городе Санкт-Петербург есть Шуваловский проспект. Тут вроде как бы улица, проспект, но доставщики один фиг умудряются путать. И также, классическая тема с средним, точнее отставить, с малыми и большими проспектами. Не всегда тоже доставщики смотрят малый и большой проспекты Петроградской стороны или Васильевского острова. И ошибаются. Вот тот двор где-то у нас слева будет с фонтаном. Мы обязательно туда привернем. Мы уже час гуляем, хорошо. Хорошо идем, 31 человек. Да. Тема не актуальная. Я тут пойду немножко по краю. Тут, конечно, движение у них организовано, что это велодорожки. И по ним пешеходам не очень хорошо идти. Да и велосипедистов что-то я тут сильно немного вижу. Так, дойдем до перекрестка с Английской улицей. Так, кстати, кто-то в чате про Пражскую говорил и про свой дом на ней. Мы, получается, что Пражскую просто пересекли. Ну, ладно, не буду возвращаться. Идем до перекрестка и там свернем налево. Чем-то, кстати, напоминает мне Ростекловка и раскраска этого дома на классические дома-корабли в городе. Да, это такая, знаете, в поддержку, чтобы не сильно людей расстраивать, что как бы в другой город они уехали, чтобы у вас все было одинаковое, как в городе эти вот корабли. Вот видите, вот это как будто палубы. У вас нет балконов. Ну, балконы есть, но они утопленные в глубину здания. А это вот Ростекловка такая сплошная. Как будто палубы на корабле. Ну, поэтому и дома корабли так называли в народе. Строились они в брежневскую эпоху болгарами, по-моему. Так, ну слушайте, на остановках люди стоят. Пешком все-таки до метро далековато. Весьма. Машин тоже много. Но и вот если парковки смотрим, да, здесь вроде свободные места присутствуют, наличествуют. Все хорошо. Я тоже так все налево-направо посматриваю. Между домами туда, внутрь дворов. Нет, да садик есть.
школа какая-нибудь тоже имеется. Вот, кстати, весь прикол, что вот сейчас вот между домами смотрим, я вам сейчас приближу. Это у нас уже город Санкт-Петербург. Так же, как я вам показывал в Мурино, Суздальский проспект виднелся. Также и здесь проспект Большевиков там виднеется. Это уже как из стекла и бетона ЖКшечки. Секрет столь явной популярности что Мурино, что города Кудрово, это все-таки, конечно, был в цене за квадратный метр жилья. Цена была очень сильно привлекательной. Соответственно, мнимая близость к городу, призрачная надежда на станцию метро Кудрово заставили людей купить здесь квартиры. Ну и вот метро все откладывается. По последней информации, в 2023 году должны были начать строить метро, продолжить, расконсервировать, но вроде как бы этого и не случилось. У нас 24-й заканчивается. Что поделать? Свернули на Английскую улицу. Опять же, да, вот противовес Мурино. Там все какое-то было графское, имперское в названиях по большей части. Здесь же названия европейских городов и весей. Так, и дальше мы повернем на Столичную улицу и по Столичной пойдем как раз до площади Европы. И почему-то мне в памяти сидит ЖК у фонтана. Так жилой комплекс как будто бы назывался. Кудрово и Мурино самое дешевое жилье в СПБ. Но вот видите, как бы парадокс, да? Самое дешевое жилье в СПБ. Хотя Кудрово и Мурино к СПБ отношения никакого не имеют. Это Ленобласть. Но поэтому я их называю города-спутники. По большому счету я к городам-спутникам отношу и те же самые Шушары, хотя они входят в состав Санкт-Петербурга. Я в целом могу отнести и Колпино, и Пушкин, и Ломоносов. Это хоть они и входят в состав города Санкт-Петербург, но это когда-то были самостоятельные города отдельные. Такое ощущение, что здесь двухэтажная пристройка, должен был какой-то садик быть, как будто бы. Могу ошибаться, но изначально... Ну, короче, ладно. Дикси. Просто открылся Дикси. Так, что здесь? Улица Столичная. Так, и что еще нам пишут? Вроде как говорят, что тоннели метро до Кудрово уже есть, еще в начале 90-х. Про туннели я в самом начале говорил. Тоннель начали строить еще в 80-х. Прокопали 1,5 километра под Большевиками, под проспектом Большевиков. Повернули на восток к Кудрово. И все. И до станции, там, где должен был выход, где должен быть сама станция, еще 600 метров. И это все дело законсервировали в 1996 году. Так что и туннель прорыт только один из двух. Только один. И все. И вот живите с этим.
коричневый, блядь, я думаю... То есть задел-то какой-то, да, имеется, только в каком он сейчас состоянии. И невероятно, но факт, все станции метро, которые сейчас открываются в городе, это так или иначе просто доделывают то, что было сделано в 80-е годы, в 90-е законсервировано. И все, то есть нового, вот прям вот так вот, чтобы новое, это только, я даже не знаю что, эту коричневую ветку, которую делают на юге, юго-восточную, там копают. Да и все. Опять же, тут надежды-то были, но 2017 год, потом 18-й, футбол, чемпионат, там и хоккейная была, континентальная лига. Все деньги были брошены на зеленую ветку, на станцию метро Беговую, на Зенит. Ну и опять же, поймите, Кудрово в области. И здесь деньги, видимо, не смогли поделить. Так. Зря, наверное, здесь сворачиваю. Чуть еще пойдем. Не смогли поделить финансы, и кто берет на себя какую нагрузку. Потому что эта станция метро должна была оказаться в Ленобласти. Ну и вот за чей счет банкет-то должен был быть? Вопросик. Так, я только сейчас уже к этому ЖК подошел, и у меня вопрос, а мы внутрь двора-то попасть сможем? Должны, вроде забора нет на карте. Площадь Европы, ЖК Лондон. Так, нет Беговой до Богатырской, Каменки. Элементарно вроде строят сейчас. Это новострой, площадки огорожены и что-то там долбят. Ну, долбят. Вы поймите, как бы долбят какие-то новые, не знаю, там эскалаторные пути, вот эти, как оно правильно называется. То есть сначала же туннель, а потом уже все эти спуски, выпуски для вывоза, поднятия земли, загрузки туда оборудования и всего. Не знаю, конечно, как правильно строится, но если мы говорим про Кудрово, то да, то вот здесь то, что еще в конце 80-х был сделан задел и законсервирован. Фонтан. Подходим. Ну, зима у нас, минусовые температуры все-таки по ночам. Фонтан не работает, фонтан законсервирован, тоже законсервирован на зиму. По крайней мере, вот его верхняя часть синим закрыта, как будто тент какой-то натянут. А так, в целом, если у вас очень, кстати, замечательно окошки, а у кого-то и балконы, наверное, скорее всего, все тут балконы выходят на улицу, на эту площадь. Короче, остекление прямо в пол. То есть достаточно светло. И вот с видом на фонтан. Я считаю, это прикольно. ЖК Лондон. Нам говорят эти трансформаторные будки. Кстати, да, в современное, в теперешнее время это немножко не совсем политкорректно, да? Получается. Что поделать? Прикольно. Как-то вот дорожки, знаете, тоже так все витиевато, с закруглениями. Не прямо перпендикулярно и все прямолинейно.
Вот уже виднеется там надпись Ашан. Это Мега Дыбенко. Напомню, что Мега Дыбенко, когда строилась, их вообще меги две в городе. Мега Опочки. Вот это да. Смотрите, как люди живут. Классно. Это немножко кирпичики выпали. Вот это прикол. Ну, слушайте, она пройдет, или там, по версии Министерства обороны, это не является тем самым, просто специальная военная операция. Ну и что? Ну идет, и что теперь? Переименовывать? А закончится что? Обратно переименовывать? А что, у нас в Москве станция метро Киевская. Что, переименовали? Мы выше этого. Это в Украине. На Украине все борются с наименованиями, тратят деньги на переименование. Ну бред бредовый. Напоминание, я не знаю. Вы как будто бы на другой планете, рассуждая, так живете. Все равно взаимодействие происходит. Мы люди, мы обычные граждане. Нас это и не касается. Это все большая политика, а мы лишь пешки в этой игре, друзья. И переносить эти высокие отношения на наш уровень, но это глупо. Извините, но это глупо. Да. То есть вот это вот кирпич, это лишь облицовка. Там стена, она многосоставная, там внутри утеплитель, а вот фасады почему-то вот решили переделать. И вот эти домики, кстати, что-то одни из первых, которые строились здесь, как мне помнится. Вы еще так вот в Мегу Дыбенко приезжаешь, а, кстати, я про Мегу Дыбенко начал говорить, не договорил. В общем, приезжаешь, а обычно это был раньше. Ходил бесплатный автобус от станции метро. На Дыбенко, на Мегу Дыбенко ходил от Ломоносовской, от зеленой ветки, и здесь с оранжевой ветки от станции метро Дыбенко. Бесплатный автобус ходил сюда, в Мегу. В Меге кинотеатр был, и есть, наверное. Ну и вся школота, детвора, весь народ честной в Мегу ездил. Мега строилась по однотипному проекту, что и на Парнасе. Ну, только в отличие отсутствия на Парнасе кинотеатра. А так это 3 магазина основных, крупных. Это Икеа, это супермаркет Ашан продуктовый и строительный Оби. Ашан с Оби вроде так и остались, а вместо Икеи что-то другое. Ну и плюс между ними всякие мелкие магазинчики. И посередине фудкорт. Проснулся пораньше. Удобно? Удобно. Так, дойдем до все-таки Европейского проспекта. И там вывернем. Так и вот, приезжаешь на Мегу Дыбенко на автобусе, а он приезжал, получается, не с этой стороны, где мы сейчас идем, а там на Кадовской развязке. Заезжал с той стороны торгового центра. И получалось, что вы вот эти все дома мы видим со стороны, издалека. Сначала это была стройка, краны, потом краны убрали, фасады на них навешивали. Выглядело красиво, потому что вот мы сейчас выйдем на, опять же, вторую парковую зону здесь, Кудрово, и посмотрим на все эти дома с того ракурса. Вот уже новогодние украшения рождественские. Организуются.
Здесь я на карте высмотрел, есть библиотека. Она в правой части парка. Ну как, не зарастет народная тропа, народ как вот ходил в Мегу, так и ходит. Кстати, да, тут у них свой кинотеатр как был, так и остался, поэтому в отличие от Мурина, кто-то, кстати, мне там в комментариях потом после прогулки по Мурину сказал, что кинотеатр-то есть, а я потом на карте глянул, действительно, он в те дни открылся с восточной стороны Мурина, в бывшем здании, где находился продуктовый магазин «Перекресток». Ну и по отзывам как-то не очень. Как-то очень не очень. В Москве 2020 года убрали бесплатные автобусы. И здесь тоже убрали. Я же рассказываю, было так все начиналось. А бесплатные автобусы, такое ощущение, что убрали гораздо раньше, чем 2020 год случился. Автобусы оставили и только лишь сделали их платными. Ну и что? Схема мегапарка. Давайте подойдем, глянем. Мега Дыбенко. Мегапарк. Так, слева направо посмотрим. Там вот какие-то лапки, кисточки, карандашики. Что это у нас может значить? Домик молодежное пространство. Там же сезонные активности. Дальше баскетбольная площадка, детская площадка, пам-пам, спортивная площадка, скейт-парк присутствует, кафе и стритфуды. Это все справа, а слева от нас пойдет что? Рыбка. Что такое рыбка? Ну, короче, непонятно. Тоже какие-то активности. Давайте сделаем кругуля. Должно, видимо, ночью все это загораться. Ну, не ночью, а когда стемнеет. Вот вижу там веревочный парк, но, видимо, из-за погодных условий никто там не ползает. Свернем направо. Здесь скейт-парк. Так, в этом месте вроде как планируют вестибюль метро Кудрово. Вот видите, у нас планов там море. И то, что вестибюль должен быть в этом месте, это тоже в целом не секрет. Это у нас еще при советской власти все было спланировано. И так же, как в Мурино, вот Девяткино, что там? У нас же станция метро наземного типа, и после поезда выходят наружу, на улицу, и там станция, там электродепо. Там все составы ремонтируются, обслуживаются, все над землей. И я вроде как помню, что читал про Кудрово, такой же план был. То есть поезда должны выходить наружу, и здесь электродепо. Вот не знаю, так ли оно будет или нет. Ну так, смотрите, мы прошли один скейт-зону, и здесь вторая, более интересная, как по мне. В ноябре везде не сахар, а в Питере особенно. Нормально, слушайте, мороза нет, слякоти нет. Вот здесь классно, такой бассейн прям. Вот, наверное, здесь установят елку в этом светящемся шатре. В Санкт-Петербурге уже вовсю идут украшательства города. Невский развешивают светящимися гирляндами. Елки во многих районах уже выставляют. Вот видим, что в принципе
Все есть. Я говорил про эти дома. Про красочные, интересные фасады. Такие нетривиальные далеко. И вот это вот первые дома, которые мы видели, подъезжая в Мегадубенку. В Мегадубенку. Да. И вот эта зона, она как-то всегда была вот просто какой-то зеленой, вот ничем. Зеленым ничем. Но, конечно, когда город расстроился, расширился. О, вы посмотрите, что там-то какой мурал классный. Вот сейчас посередине кадра. Классно? Классно. Марк Шагал, привет. Хорошая стилизация. — 45 человек. Вот мы дошли до конца Кудрово. Все, жилые дома у нас здесь закончились. Те дома, которые мы видим вдалеке, это Санкт-Петербург. Тоже строится прям, не переставая во все стороны. Так, я хочу пройти вот мимо того черного домика. На карте было как обозначено как библиотека на Яндекс.Карте. Вот, и первый, кто заселялся, получается, покупал квартиры здесь, в этих домах. И сейчас имеет достаточно большие проблемы с добиранием, наверное, добирательством до метро, если кому-то надо. Конечно, большое подспорье, если у вас свой автомобиль. Здесь с этой стороны сразу выезд на КАТ, заезд в город. Попадаем в Невский район. Тут и Ломоносовская недалеко. Неплохо. Ну, как вот для местных жителей, наверное, это хорошо. Какие-то праздники, гуляния, я предполагаю, что происходят здесь. Торжества, там День города Кудрово. Должны где-нибудь в июне отмечать. Указ тогда был подписан. Новый год. Я думаю, все здесь. Но жителям Санкт-Петербурга, наверное, можно приехать в Мегу. Все-таки здесь очень много магазинов, и шмотошных, и всяких. И в хорошую погоду выйти сюда, еще пройтись. Ну, наверное, разок прошелся, посмотрел, что здесь есть, да и хватит. Но вот эта вот история классная, наверное, когда стемнеет, все эти гирлянды зажгут. Для москвичей это не новое что-то. История на многих пешеходных улицах в Москве давно организуемая. Ну вот и здесь Кудрово повторенная. Давайте все-таки я подойду к этому светящемуся шатру. Посмотрим, что там под ним. Точно вижу кофеек. У нас сегодня ни одного доната не случилось. Остаюсь без кофеина.
Что поделать? Будем с голодным желудком сегодня догуливать, получается. Ну хотя бы лайкосик тогда уж поставьте по-братски. Ну а жителей города Кудрово призываю, возможно, написать какой-нибудь комментарий, где я ошибся, где я оказался неправ, где я обманул всех, сказал неправду про этот чудесный молодой город. Занимающий лидирующее место среди малых городов России. Ой. Ноги уже не поднимаются, шаркаю, как старый дед. Да, здесь будет елка, ну прям вангую. Должно быть красивенько. Так, здесь. Друзья, на сегодня первый раз появлюсь в кадре. Вот такой вот чудесный город Кудрово. Город-спутник Санкт-Петербурга. Спальный район. В принципе, с неплохой инфраструктурой. С не такими уж и узкими улочками. С хорошими, позитивными, надеюсь, жителями. Засим прогулку закончу, ибо у нас тут что там, второй раз идти к метро смысла нет. Пройду, посмотрю, что тут по кофейку есть, все-таки возьму. А так, спасибо, что были со мной. Да, вот такой у нас сегодня немногочисленной и немногословной компанией, но спасибо, что вы есть, вы лучшие. Все, прощаемся. Пока-пока. Тынк, тынк.